Дорогие друзья, начинаем первый урок. Заливка молда кукольной головы на куколку 48 сантиметров. На видео я использовала молд номер 001. Молд состоит из 4 частей. Самое основное – это лицо, 2 боковинки головы вместе с ушками и отверстиями для заливки. Нижняя часть, шея и подбородок. Посмотрите, как я устанавливаю все детали вместе. Нужно плотно прижать и обмотать плотно резинками, чтобы не образовались щели между соединениями. Для заливки нам понадобится флюмо, вот как на картинке. Такой можно приобрести в интернете или в специальных магазинах для творчества. Обязательно флюмо перед использованием хорошенько размешать, потому что тяжелые частицы, они оседают на самое дно. И чтобы вся консистенция была равномерной, нужно размешивать примерно 5 минут, чтобы поднять всю густую массу наверх. Перед заливкой флюмо нужно процедить. Я использую пластиковое ситечко, мягенькое. Оно как раз удержит крупные частицы, которые нам нежелательно использовать при заливке наших деталей. Для одной головы нам будет достаточно полный пластиковый стаканчик. Старайтесь емкость держать в чистоте. Вот капли, которые потекли по банке флюмо, их лучше удалить с помощью влажной салфетки, потому что он потом высыхает и осыпается как вовнутрь банки, так и снаружи. Готовое флюмо мы можем уже заливать непосредственно в молд. Для этого можно сделать типа леечки. Кончик, если прижать 2 пальцами, то легко потом можно вылить это в форму. Обратите внимание, как это я делаю на видео. Для головы нам нужно 30 минут. Мы засекаем время, а лучше всего будильник поставить. Но не выпускать из вида сам молд, который мы заливаем с флюмо, по той причине, что гипс высасывает влагу из флюмо. В течение 30 минут нужно постоянно доливать флюмо. Еще один очень важный момент. Для каждой формы определенное время заливки. Голова у нас большая, тело у нас большое, оно образует определенную толщину стенки. И поэтому для головы и груди нам достаточно 30 минут. Время подошло к концу, 30 минут прошло. Теперь остатки можно вылить обратно в банку. Стакан у меня оказался почти пустой. Он залил полностью весь молд. Резким движением переворачиваем молд в банку и вытряхиваем. Немножко наискосок нужно подержать флюмо, чтобы он вытекал оттуда, чтобы и воздух внутрь поступал, и вытекали остатки обратно в банку. Если вы заметили, что не сильно выливается флюмо, можно немножко постукивать, и тогда остатки будут тихонечко выливаться. Сам молд перевернутый я поставила на банку на 5 минут, чтобы все остатки нам ненужные, они вылились. По истечении 5 минут мы можем обратить внимание, какая прекрасная образовалась толщина нашей будущей головы. После заливки молд оставляем на сутки, на 24 часа постоять в сухом, недоступном для детей месте. Обратите внимание, как я осторожно разнимаю стенки молда. В этом деле лучше не спешить, чтобы не навредить. Гипс высосал практически всю влагу из флюмо,
и голова даже немножко визуально уменьшилась. Головушка получилась идеальная. Я покажу уже на следующем уроке, как мы ее приведем в порядок. Так как мы работу с молдом закончили, сам молд мы собираем таким же образом, как и перед заливкой. Обматываем его хорошо также резинкой и ставим в сухое место. Желательно, чтобы он просох 24 часа. Всем спасибо, до скорых встреч!